Всем привет! Нахожусь в городе Клайпеда. Место, где проходит выставка модельная. Находится это вот в месте, где исторический музей, посвященный Клайпеде и вот краю Клайпеды. Такая вот башня новая воздвигнута в нем. То есть в стенах как бы крепости находится непосредственно исторический музей, и в конференц-зале находится выставка. Ну вот, затягивать вступление не будем. Пойдем снимать экспозицию, показывать, как здесь все это происходит. То есть вот вход, непосредственно плакат, посвященный выставке. Заходим внутрь. Холл, где у нас экспозиция. Точнее, не экспозиция, а по продаже, то есть ярмарка, то есть модельный магазин рекламы, и вот зал самой выставки. Начнем с кораблей. Здесь вот такой вот парусник бумажный. Деревянные парусники. Титаник, который напоролся на айсберг. Сегодня тут вот такой вот полигон тематический, где радиоуправляемыми машинками и танками ездят, управляют, полосу препятствия проходят. Ну и стрельба шариками идет. Вчера здесь робот Валли катался, большой такой. Штука в 24-м масштабе, петровская. Марин. Ну, здесь посвящен Вархаммеру все у нас. Драконы огнетышащий такой вот, это с подсветкой именно пламенем. И вот мой одиношенький тут тоже стоит. Ну вот, а дальше у нас уже начинается категория бронетехники. Вот такая в 72-м масштабе Вамак зенитка, Титанкрат, Кюбельваген. Ну вот РСО, кухня. На корпусной основе тут уже без имен, без фамилий идет участников, и не всегда указаны на самом деле производители моделей. Вот такой вот марк интересный, то есть с интерьером, неплохо исполнено, очень интересно. То есть такая вот необычная работа. Спасатели. Девушки-купальщицы, а спасатели куда-то убежали. Вот хорошая работа.
промышленный броневичок. Как бы такого не существовало, но сама идея, реализация очень интересная. Канадский. И вот ФТшка. Тоже в конверсии. Плавающая амфибия с проработанным интерьером, разбросанным снаряжением. То есть тоже такая хорошая, достойная работа. Ну и в целом, как мы видим, больше, конечно, все-таки тут представлены современные техники. Преимущественно. Вот. Королевский тигр, такая экспозиция к нему с фотографией реальной машины. Вот. Изюминка. Два фолта в одном месте. То есть, как бы, не каждая выставка может похвастаться подобным количеством подобной техники. Опять танки Второй мировой у нас. Различные четверочки. Пантера. Вот. И дальше у нас начинается направление гражданской техники. Здесь у нас спортивные автомобили. И вот, можно сказать, новые тенденции в 24-м масштабе. Глянцевые трактора. То есть не только я один такой уже, а вот, пожалуйста. В Эстонии тоже начинают делать глянцевые. Но на самом деле человек, который это делал, делает автомобили. И, видно, захотелось сделать трактор. Ну, как говорится, в привычной манере тоже его сделал глянцевый, как все автомобили в 24-м масштабе. Ну, тем необычно интересные тенденции. Мои работы. Вот такой вот автомобильчик. Тamiya. И вот, пожалуйста, коробочки с моделями разгружает. Ну, вот здесь представлены работы вот ребят с эстонского клуба. Такая вот интересная подборка из самолетов в 144-м масштабе периода Второй мировой. Видим различные окраски. Хелкеты, спидфайры, Зеро, мустанги. Интересная подборочка. Вот эти модели тоже неплохие, довольно-таки с проработанной, с интерьерчиком. То есть хорошая тонировка, без перебора. Довольно-таки тонкие ажурные скольчики, потертости. Неплохая. Вот. Тоже вот интерьерная работа в процессе выставлена. Инженерная. Вот двигатель. Очень классно проработанный, мелочевка такая, прям вот на заглядение, что называется. Впечатляет. Хорошая работа проделана.
Здесь тоже это там интерьер, как видим, там внутри. Вот там карта, наушники. Здесь 144 масштаб, то есть что-то маленькое, мелкое такое уже. Есть даже тракторочки, белорусики, К700. 72-м Д9 бронированный. Так, вертолеты у нас представлены. Ну, вертолеты, как всегда, обычно у нас малочисленная категория работ. Вот они все в 72-м масштабе представлены. Дальше у нас идет авиация 72 масштаб. То есть огромное количество работ. 72 разных периодов. Когда-то в детстве, в 90-е годы, я подобные собирал. Представлен интерьер, работы, которые велась, эксплуатированный двигатель. Такая вот на подставке представлена работа с фотографиями, то есть реальные машины какой-то, это с доработками, которые велись, то есть проработка внутреннего интерьера. И здесь у нас современная авиация идет. В принципе, время самый главный ресурс. А вот здесь у нас уже, получается, начинается царство бумаги. То есть дальше все на столах работы пойдут именно из бумаги и картона изготовленные. Здесь такая работа в виде колбаски.
корабли бумажные. Вот из бумаги изготовлены здания различные, замки. Надо сказать, бумажных работ очень много представлено. Тарочек, картофеля копалка, машины, такие вот глянцевые бумаги такие поблескивают. Пожарная машина хорошая по исполнению у нее. Здесь вот такая вот шишина бумажная, надо отметить. Очень живо сделано, там кабина приподнята с двигателем, изображена, исполнена. Танки у нас. Интерьер, двигатели. Это все бумага. Опять же, есть бумаги чисто исполненные по журналам. Это есть, которые подкрашены, перекрашены, где-то исполнены тонировкой. Пушечка. Вертолет. Это какой-то, вот говорят, очень старые журналы какие-то. Такие вот фигурки. Опять же, из Вархаммера рыцарь. Вот такая вот лодка очень интересная. Правда, в боксе это все очень бликует, отсвечивает, но работа очень такая красивая, живописная. То есть довольно-таки, насколько я силен могу судить, то есть, по крайней мере, мне очень нравится, как она тут аккуратно сделана. А вот здесь начинаются уже детские работы, исполненные из бумаги. Вот такой вот робот гундамовский, надо сказать, очень такой немаленький по размеру. Вот такой вот марсоход. Опять же здания, то есть животные какие-то. В Литве, надо сказать, очень бумагу любят. Ну, тут как бы работа не только литовских коллег, ну и также с Польши. То есть на самом деле, где бумага популярна и пользуется большим интересом. У нас все-таки более как-то больше доминирует пластик в этом плане. И здесь можно на самом деле это увидеть и впечатлиться именно бумажным исполнением. Это у нас все детские работы уже. От юниоров уже к непосредственным детям. Ну, у нас остается один стол. Нет, два еще стола. Здесь авиация бумажная представлена. Это все бумага. К сожалению, с
небольшими потерями у нас работа доехала, видно, немножко пострадала, возможно, при перевозке. Надо сказать, очень такое хорошее исполнение бумаги. Я бы точно так не смог. Вот, бумажная авиация. Ну, вот еще перейдем к последний стол. Вот один стол, это у нас вот настолка по Warhammer для демонстрации игры. И последний стол, вот, где у нас еще тоже бронетехника. Тут вот такая вот экспозиция, можно сказать, советской техники на такой вот деревянной поставке, различные металлы. И 34-очка, вот такая вот, можно сказать, коллекция по масштабам. Малыша по увеличению масштаба. Опять же, проработан двигатель, интерьер. И вот на самом деле это вот зал, помещение, где проходит экспозиция выставки. Это уже второй день выставки. Людей поменьше, вчера больше приходило. Как бы немножко другое развлечение было. Тут вот импровизированный этот все полигон, где вот ездят на танчиках, стреляют. В целом хорошее мероприятие, понравилось. Не зря, что выбрался, получилось сюда выбраться, приехать, посмотреть на моделизм. Надо сказать, представлены здесь, ну, понятно, что как бы с Литвы моделистами. Много кто с Латвии приехал, с Эстонии. Есть вот работы со Швеции. Вроде говорили, там где-то и работы вроде кого-то из Дании. Ну, по тем работам, по количеству ожидалось все-таки больше, потому что по регистрации больше прошло. Но не все доехали, видно, не у всех все получилось. Но, в принципе, из тех, кто доехал, есть достойные работы, где действительно можно что-то посмотреть, что-то подчеркнуть, вдохновиться, удушевиться. Да, в целом путешествие это всегда интересно. И посмотреть и на новые места, и познакомиться с людьми, пообщаться. Тем более вот тут как бы с коллегами из Литвы и Латвии познакомился на Бабьей Рыбе. Начали свое знакомство и здесь продолжили. Надеюсь, что и дальше это, как говорится, знакомство, дружба и сотрудничество будет продолжаться, и как будет еще возможность выбираться на подобные мероприятия, приезжать сюда, обязательно приеду. Ну, в целом все, до новых встреч, и путешествуйте по выставкам, участвуйте, принимайте участие, занимайтесь моделизмом. Всего наилучшего. Всем пока.
Что опять? Не знаю, подключился.